Всем привет, дорогие друзья, на канале PakeMaker. С вами, как всегда, я, Михаил. Приглашаю вас прослушать рубрику 40 персонажей из игры GTA San Andreas Definitive Edition. Сегодня я расскажу про Фрэнк Темпенни. Фрэнк Темпенни, персонаж 3D вселенной, который является главным антагонистом в GTA San Andreas Definitive Edition. Он коррумпированный глава подразделения Crash на полицейского управления Лос-Сантоса. Темпенни на одной из рук вытатуирован логотип морской пехоты США, что говорит о том, что он бывший морской пехотинец. Во время одного из своих визитов на Гроув-стрит, чтобы встретиться с заклятым врагом Карлом Си Джейм Джонсоном, он намекает, что женат, его жена жестоко обращается с Шермом. В конце концов, он присоединился к отделу Crash, департамента полиции Лос-Сантоса. В реальной жизни Crash был сформирован в 1977 году и является уникальным для Лос-Анджелеса. К 1987 году Темпенни был коррумпирован и имел теневое влияние на семью Гроув-стрит. Часто лично запугивал высокопоставленных членов, таких как Карл и Мелвин Бигсмок Харрис, чтобы они выполняли его приказы. Темпенни называет свою работу игрой в проценты и часто намеренно усиливает одну банду, а именно Баллас, чтобы они не позволили другой монополизировать город. Офицер Эдвард Эдди Пуласки присоединяется к нему в неизвестный момент времени, вероятно, после 1987 года, потому что Карл, кажется, не так хорошо его знает. В 1992 году коллега офицера Ральф Пендлберри узнает об их коррупции и первым делом передает улики против них в отдел внутренних расследований. В то же время офицер Джимми Эрнандес присоединяется к их команде Crash и был вынужден убить Пендлберри в свой первый день работы с ними. А если вы хотите узнать о разных раздачах на разных площадках, или вот на приложении iOS и других разные промокоды, разные игры, разные площадки, разные халява, то присоединяйтесь к моей группе «Ну просто халявы». Ссылочка находится в описании данного видеоролика. Тут каждый день модерация данной группы, в том числе я лично, вас радует разными халявами. Фрэнк Темпенни, коррумпированный офицер полиции, изображается как очень жестокий, садистский, бессердечный, манипулятивный, импульсивный человек. Темпенни также довольно высокомерен и безжалостен, и его легко разозлить, если дела идут не так, как ему хочется. Темпенни социопат, который, похоже, испытывает некоторые угрызения совести по поводу словесного или физического насилия над людьми, и, похоже, любит проявлять жестокость к другим. Примечательной же чертой Темпенни является его эгоцентричный комплекс превосходства, в котором он получает удовольствие от манипулирования другими и руководства окружающими. Например, он настоял на том, чтобы его правая рука Эдди Пуласки назвал его по званию офицер Темпенни, а не по имени. Темпенни, похоже, особенно нравится контролировать Карл, поскольку он часто использует Карл как свою собаку, чтобы выполнить за него грязную работу, защищать себя от различных попыток нескольких человек разоблачить его собственные преступления, шантажируя Карла и угрожая ему суровым возмездием, при котором он подумывает, что сам Бог нагнул ему. Его отношение к Карлу, как к любому собаке, дошло до того, что он хотел убить его. Только после того, как Карл стал ему не нужен, как сказал Пуласки, что Темпенни найдет повод оставить Карла живых, несмотря на желание Пуласки убить его раньше. Хотя Темпенни утверждает, что он помогал каждому банде в городе выносить мусор, заставляя их убивать друг друга. На самом деле он вставал на сторону наркоторговцев Вагоса и Балласа, чтобы ослабить как ацтеков, так и Гроув-стрит Фэмили, с которой выступают против наркобизнеса, чтобы получить от них больше власти и уважения. Вместо того, чтобы помешать им совершать больше преступлений и получать деньги от наркотиков для собственного использования. В этой версии игры у него было другое лицо. Темпенни списан с персонажем Мака Берни из фильма «Не грози Южному Централу», попивая сок у себя в квартале. Темпенни утверждает, что его
подход к работе заключается в словах, что его философия такова: смотреть на некоторые преступления сквозь пальцы, чтобы оставить более значительные. Это раскрывается в диалоге между Темпенни и Эрнандесом. Темпенни постоянно находится в компании с Эдди Пуласки, третьим членом Crash, где до сюжета игры этим третьим членом был Ральф Пендлберри, которого Темпенни убил в видеоролике предыстории игры за попытку расследования его деятельности. Незадолго до убийства Пендлберри, Темпенни и Пуласки принимают к себе новичка, офицера Джимми Эрнандеса. В сцене, напоминающей фильмы «Тренировочный день», они оба заставляют Эрнандеса убить Пендлберри, таким образом приобщая его к своим вонючим делишкам. Темпенни знал Си-Джей, по крайней мере, с момента смерти Брайана Джонсона, а Си-Джей узнает Темпенни и называет его по имени с самого начала игры. Темпенни имеет большую власть и влияние на преступников Лос-Сантоса. Для него Си-Джей как другой инструмент в грязных деловых отношениях. Вот он и Пуласки шантажируют нескольких членов банды Семи Гроувстри, включая Биг Смолка и Райдера, но кажется, Темпенни получает определенное удовольствие от контроля над Си-Джеем. После смерти Темпенни по радио сообщается, что тело нашли полицейские, и оно было разодрано и обглодано. Его съели бездомные. Он единственный антагонист в серии игр GTA, который является полицейским. Из антагонистов Темпенни появляется чаще всего во вселенной и дает наибольшее количество миссий, а точнее 7, главному герою. Аббревиатура Crash созвучна со словом Crash, которое означает авария, крушение. Примечательно то, что глава департамента Фрэнк Темпенни погибал именно в автоаварии. Согласно официальному арту, Темпенни должен был мускулистым, сильным, иметь часы, татуировки, но после релиза все это было отменено, а сам Темпенни стал слабым. В статье на PS World Темпенни был призван 35 из 47 лучших самых дьявольских злодеев видеоигр всех времен. В Game Informer Темпенни был признан лучшим злодеем номер 2. Имя Темпенни совпадает с именем лейтенанта Фрэнка Дребина, неуклюжего главного героя телесериала 1982 года «Полицейский отряд» и последовавшей за ним серии фильмов «Обнаженный пистолет». Его младшего офицера также зовут Эд, что совпадает по имени с боссом Дребина, капитаном Эдом Хэконом. В большинстве роликов с участием Темпенни обычно звучит одна и та же музыкальная тема. Фрэнк Темпенни похож на Стивена Хейса, второстепенного антагониста GTA 5. Оба являются коррумпированными сотрудниками правоохранительных органов, которые используют главных героев для совершения преступлений от своего имени, чтобы продвигать свою карьеру, а в конечном итоге предают их. Основное отличие заключается в том, что Хэнсу могут сойти с рук его преступления, если игрок решит убить Майкла Де Санту или убить Тревора Филлипса, вместо того, чтобы убить Стивена и других троих антагонистов. Как ни странно, Си-Джей реагирует с замешательством, когда Темпенни звонит ему после миссии Рифа Мэд Дога перед открытием первой части миссии Crash и спрашивает, откуда у Темпенни его номер телефона. Хотя с Си-Джеем ранее связывался по телефону Джимми Эрнандес после миссии «Пометка территории». Одна из внутриигровых боевых лошадей в GTA Online зовут Темпенни, коэффициент 10 к 1. В миссии «Незаконное присвоение» выясняется, что он проживает в колючей сосне. Это отсылка к многим реальным офицерам полиции Лос-Анджелеса в 1990-х и 90-х годов, которые в основном проживали за пределами города. Желаете меня поддержать? Не забывайте подписываться на мой буст. Вы увидите мои слезы, мои огорчения, просто веселый, прекрасный контент неудачных фейлов моментов. Ссылочка находится в описании данного видеоролика. И на этом история про Фрэнка Темпенни из игры GTA San Andreas Definitive Edition подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте план действия, который видите прямо на ваших экранах. Лайк, колокольчик и подписка на канал. С вами был Михаил с канала Packmaker.